Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши растения. И сегодня мы поговорим о двух редких бегониях. Они появились у меня не так давно, но растения очень интересные и есть о чем рассказать. Давайте начнем с бегонии Дарт Вейдериана. Именно это растение было загадано в моем предновогоднем ребусе. На фотографии была игрушка Звездных воинов Дарта Вейдера, в честь которого и было названо это растение. Поэтому многие ее просто называют бегония Дарт Вейдер. Как у меня появилось это растение и почему оно находится во флорариуме, сейчас я подробно расскажу. Впервые это растение я увидела на фотографии. Кто-то выложил пост в социальной сети с фотографией этого растения. И насколько я раньше спокойно абсолютно относилась к бегониям, именно вот эту бегонию я увидела и тут же захотела ее приобрести в свою коллекцию. Открыла первую попавшуюся статью по уходу за этой бегонией, прочитала ее. Информация была общая. Говорилось, что необходимо умеренное освещение, умеренный полив, температура 20-25 градусов и высокая влажность. Высокую влажность рекомендуют всем тропическим растениям, но при этом они могут прекрасно расти в условиях наших квартир при влажности 40%. Так как это растение редкое, найти его было непросто. Был уже октябрь месяц. Как правило, к этому времени уже все начеренкованные растения проданы, но все-таки нашелся в Москве один продавец, у которого это растение было в наличии. Растение было отправлено почтой, зашло где-то за 4 дня. Получила я ее в том же состоянии, в котором мне ее отправили. Я ее достала из упаковки, вытащила из пакетика, поставила на стол и ушла по своим делам на несколько часов. Когда я вернулась, абсолютно все листья повисли. Было ощущение, что растение простояло 2 недели и его никто не поливал. На тот момент я абсолютно не поняла, что произошло, потому что мох, в котором находилась бегония, был влажный. Дома было светло и тепло, и почему так произошло, на тот момент я так и не разобралась. Я прочитала несколько других статей, и в каждой из них говорилось, что растению требуется высокая влажность. Но я никак не могла связать в своей голове этот параметр с гибелью своего растения буквально за несколько часов. Потому что любые другие тропические растения, даже если им не хватает влажности, могут не цвести, могут болеть, подсушивать кончики. По крайней мере, это все как-то идет постепенно, днями, неделями, но вот так, чтобы за несколько часов, я такого не видела никогда. Проходит буквально пару месяцев, я снова листала объявления на Авито, искала что-то совершенно другое, и тут мне попадается объявление с продажей этой бегонии. Продавец уже был из Санкт-Петербурга, и девушка-продавец в своем объявлении так и написала, что растение не подходит для выращивания в обычных комнатных условиях и способно расти только во флорариуме, практически при 100% влажности. В противном случае оно погибает. И я решила попробовать приобрести это растение еще раз. Уже лично поехала к продавцу. При встрече она еще раз указала на этот момент, что обязательно только во флорариум, и даже если мне понадобится вдруг помыть флорариум или что-то еще, растение лучше переставить в такую же емкость, какую-то банку закрытую, чтобы она не находилась на открытом воздухе. Чтобы вы поняли, насколько влажность важна для этого растения, расскажу второй случай, который опять-таки чуть не погубил уже мое второе растение. Я решила проветрить флорариум, приоткрыла его вот так буквально на половинку. И тут что-то отвлеклась на другие растения и совершенно забыла, что его нужно закрыть. Ушла спать, но утром, проснувшись, конечно же, вспомнила, что флорариум остался открытым и быстрее побежала смотреть, что осталось от моего растения. Но было не все так плохо, как в первый раз. Бегония подсушила только нижние листики. Вот сейчас покажу. Один уже отсох, а один вот остался. Сейчас я его при вас отрежу. Не срезала специально, чтобы показать, что может случиться с листиком. Остальные листики растут абсолютно нормальными. Здесь уже видно, что пошел новенький. Когда флорариум закрыт наполовину, там сохраняется влажность порядка 80-85%. Но даже этого ей не хватает, и она начинает отсушивать листики. Поэтому этому растению требуется влажность 90% и выше, иначе оно просто будет погибать. Совсем не обязательно содержать его в таком флорариуме. Можно посадить в горшочек, сверху накрыть какой-то баночкой стеклянной. Есть специальные приспособления для таких растений. Освещение ей слишком яркое не требуется. Наоборот, нужно защищать от прямых солнечных лучей. У меня на 1,5 месяца стоит у окна, плюс обычное комнатное освещение, и ей вполне этого хватает. То есть никакой лампой я ее не досвечиваю, и при этом она достаточно неплохо растет. После покупки я ее даже не пересаживала. Как ее укоренили в мох,
вперемешку с перлитом, видимо, с чем-то там еще. Так она в этом грунте и продолжает расти. Грунт ей необходимо подобрать максимально воздушный, легкий. Это связано с тем, что она находится в условиях очень высокой влажности. Если еще и грунт будет плотный, который будет тянуть в себя всю эту влагу, то корни просто-напросто могут загнить. За 1,5 месяца я ее ни разу не полила. Я наливаю водички чуть-чуть на дно флорариума, она испаряется, за счет этого поддерживается высокая влажность внутри флорариума. Ну и полив не требуется просто потому, что этот грунт даже не просыхает. Поэтому, с одной стороны, это растение может показаться сложным, не для новичков, но с другой стороны, вам нужно просто найти какую-то закрытую емкость, чтобы там была влажность, и больше проблем с этим растением не будет. Мне кажется, это отличный вариант для тех, кто любит много путешествовать, куда-то уезжать надолго. Налейте на дно емкости, в которой вы будете содержать растение, немножечко воды, и про полив практически можно забыть. Еще одно условие, которое не переносит эта бегония, это слишком высокие температуры. На своей пока не проверяла, но в рекомендации пишет, что максимальная температура это 27 градусов тепла. Эти бегонии больше любят прохладу, чем жару, поэтому если у вас дома летом плюс 30-35, скорее всего, этому растению такой климат не подойдет. Также пишет, что в зависимости от влажности, температуры и освещения бегония может менять цвет листиков. Вот сейчас она у меня такая темно-бордовая. В других условиях цвет листьев может поменяться практически до черного, а вот эта окантовочка стать белой. Я пока не экспериментировала, я подожду, пока она еще немного подрастет, а потом уже можно будет менять освещение, температуру и смотреть, как от этого меняется цвет листьев. С этой бегонией на сегодня все. И хочу немножечко сегодня еще рассказать о бегонии Ginny Galaxy. С ней я познакомилась так же, как и с бегонией Darth Vader, то есть увидела на картинке. Фотография была безумно красивая, большие пестрые листики. Но найти эту бегонию тоже оказалось непросто. Приобрела ее вместе с первой своей попыткой Darth Vader. Когда ко мне приехал черенок этой бегонии, все листики были абсолютно зеленые. Я думаю, ну ладно, видимо, не судьба мне была ни с бегонией Darth Vader, ни с Ginny Galaxy вся зеленая приехала. Я ее пересадила в горшочек побольше и поставила под лампы. Она значительно прибавила в росте, и листики стали побольше. И тут я заметила, что на самом нижнем листике, который был один из первых, начали появляться такие светлые-светлые пятнышки. И со временем они все больше и больше проявлялись, и в итоге лист окрасился вот в такой цвет, как вы сейчас видите. Потом следом за ним появился рядышком второй листик, тоже с такими розовыми пятнышками. И для меня это было очень удивительно. То есть обычно из пестроты растения уходит в зеленый цвет и становится полностью однотонным. А здесь проявилась пестрота на старом листе спустя уже 2 месяца. И вот такими пестренькими стали только 2 листика. Поэтому я даже не представляю, какой фактор повлиял на то, чтобы листья стали пестрые, потому что на досветке стоит все растение. Если бы влиял свет, то, наверное, бы и остальные листья стали такими, но нет, только 2. Не только цвет может меняться у листиков этой бегонии. Их поверхность может становиться то матовой, то глянцевой. Причем меняться это может все в течение дня. Утром можно взглянуть на растение, и его листики будут абсолютно матовые, а вечером они могут стать глянцевыми и блестящими. Вот такое растение-сюрприз, как я ее называю. Каждый день жду от нее что-то новенькое. В уходе я каких-то сложностей не заметила. Поливаю по мере просыхания грунта. Влажность помещения у меня держится в районе 40%. На подсветку поставила только потому, что купила ее уже осенью, а она была совсем маленькой. Вот сейчас хочу поставить ее уже просто на окошечко. Впереди весна, лето, буду наблюдать за ней, что она еще интересного мне покажет. И с вами потом обязательно поделюсь. Вот такие необычные интересные растения. Надеюсь, вам было интересно о них послушать. Если видео вам понравилось, не забывайте поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. Ну а я прощаюсь с вами и до новых встреч!